Сегодня в Эр-Рияде министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Марко Рубио. Это первая встреча между американскими и российскими официальными лицами с января 2022 года. У встречи есть важное символическое значение. И это продолжение все того же кавалерийского наскока Трампа. При администрации Байдена и помыслить нельзя было о подобной встрече после начала войны, потому что администрация проводила политику изоляции России. Сигнал, отправляемый Штатами всему миру, был такой. Российские чиновники – это прокаженные. К ним нельзя даже и близко подходить, и тем более иметь с ними какие-то дела. Скорее можно встречаться с Ким Чен Ыном, чем с Лавровым. Это была как бы такая политика наказания России за войну. Вы плохо себя вели, и мы не будем с вами разговаривать больше. Дональд Трамп явно показывает, что следовать этой политике не будет. Однако этот символизм не нужно переоценивать. Сегодня посмотрим, что же реально произошло на саммите. Мы, конечно, не надеемся на устойчивый мир. При власти Путина его не будет абсолютно точно. Но если раком, боком, криво, косо, хоть как-то получится приостановить стрельбу на время, это уже будет великое достижение. По одной простой причине. Даже если представить самый лучший для Путина расклад, править ему по чисто биологическим причинам осталось, по самой максимальной оценке, лет 10. Путинский режим – не молодая и бодрая диктатура, у которой есть бесконечное количество времени на зализывание ран от войны, чтобы лет через 10 начать все заново с утроенной силой. Путину и его ближайшим халуям уже лет за 70. Тех, кого они не убьют сейчас, им уже не получится убить в возрасте за 80. Возможно, отчасти поэтому война началась так, как началась. Началась исключительно в расчете на удачу. На то, что украинская государственность рухнет и не окажет значимого сопротивления. Возможно, российская верхушка осознала, что ей осталось недолго. Что они либо повоюют сейчас, либо уже никогда. А всерьез готовиться нет времени. Поэтому идея просто тянуть время, просто выигрывать месяцы и годы, которые мясорубка будет стоять на паузе, не бессмысленно. С каждым месяцем и годом у этой мясорубки все меньше шансов запуститься вновь. У нее есть предельный срок службы, и каждый день, в который она не пожирает людей с обеих сторон, ценен сам по себе. Любое движение к перемирию мы не пытаемся оценивать с точки зрения сверхзадачи установления мира. Мы оцениваем его с прикладной точки зрения. Существует ли шанс выиграть несколько месяцев или несколько лет, в которые люди не будут умирать? Хотя бы не так массово, как сегодня. Кавалерийский наскок Трампа, когда он за всех все решил и объявил обеим сторонам, что, когда и как они будут делать, этот наскок выглядит в прикладном смысле очень позитивно. Да, мирные переговоры так не ведутся. Но раз уж все средства традиционной дипломатической медицины исчерпаны, возможно, именно такая стилистика сработает. Возможно, стороны просто испугаются напора непредсказуемого Трампа, которому черт знает, что вообще завтра в башку взбредет, и на какое-то время перестанут друг друга убивать. А время в данном случае однозначно на стороне молодых и против стариков на 8-м десятке. К сожалению, нельзя сказать, что в начале новой недели наш оптимизм сохраняется в той же мере. По состоянию на вчера и на первую половину дня сегодняшнего все выглядит так. Министр иностранных дел России Лавров приехал невесть о чем переговариваться с американской делегацией в Эр-Рияд. Слухи о визите туда же президента Зеленского так и остались слухами. Даже запланированный визит он перенес на месяц. Зеленский держится позиции никаких переговоров об Украине без Украины и улетел в Турцию. Никто из представителей европейских стран на этот саммит мира в Эр-Рияд не приглашен. Европейские лидеры получили порцию отборного хамства от вице-президента Соединенных Штатов, собрали свой собственный саммит, где решали, как Европе теперь жить без главного своего союзника. Переговоры российской и американской делегации продолжались 5 часов, и, судя по финальным заявлениям, это был канонический пример разговоров ни о чем, которые закончились ничем. Помощник Путина Ушаков сказал, что война в Украине обсуждалась, что стороны изложили свои принципиальные подходы и договорились о том, что отдельные команды переговорщиков по этой теме в свое время вступят в контакты. По публичным декларациям Трампа были надежды, что в Эр-Рияд должны приехать Путин с Зеленским и чуть ли не прям сразу договориться как минимум о прекращении огня. Потом обняться и выпить. В итоге встретились между собой американские и российские чиновники, которые и близко не могут принимать никаких решений, и договорились между собой, что команда переговорщиков, непонятно как и из кого сформированные, вступят в свое время в какие-то между собой контакты. Это даже не сообщение о том, что какие-то контакты начнутся. Это сообщение о том, что такие контакты в принципе гипотетически реальны.
Причем контакты не между воюющими сторонами, а между Россией и США, которые совершенно не воюют. А значит, и принимать решения о прекращении огня между собой не могут. Из слов того же Ушакова прямо следует, что выдающийся саммит окончательного мира не смог даже договориться о личной встрече Путина с Трампом. Цитата. «Этот вопрос обсуждался. Будем работать для того, чтобы создать условия для такой встречи». Это не анонс встречи и даже не анонс подготовки к ней. Это вообще ничто. Встреча Путина с Трампом определенно не нарушит законы физики, не разрушит Вселенную. Условия уже созданы. При всем нашем оптимизме относительно попыток Трампа собрать мир и нашей надежды на то, что у него это получится, нельзя сказать, что хоть одно из громких заявлений, хоть один твит капслоком спустя неделю превратился во что-то осязаемое. Лица, способные принимать решения, так и не встретились. Не было никаких заявлений, из которых хотя бы щипцами можно было бы вытянуть хоть какой-то намек на то, что процесс запустился, что есть пусть не перспектива перемирия, но перспектива хотя бы каких-то разговоров про перемирие. Даже о личной встрече Путина с Трампом, что было прямо ожидаемо, никто не договорился. Так какая уж тут встреча Путина с Зеленским? Можно, конечно, раскрутить свой оптимизм сверх всякого предела и пофантазировать, что раз уж стороны матом друг друга не покрыли, то, возможно, где-то под спудом идет какая-то невидимая работа дипломатов, и на самом деле что-то происходит. Но об этом пока тоже ничего не говорит. Да и, насколько мы знаем Трампа, это уже было бы в Твиттере. Пока мы готовили сценарий этого ролика, появились данные источников Fox News, согласно которым стороны размышляют над трехступенчатым планом урегулирования. Сначала прекращение огня, следом президентские выборы в Украине, а после подписания окончательного мира с новым президентом. Предполагается, что Зеленский эти выборы обязательно проиграет, а новая администрация будет сговорчивее и примет все условия. Нельзя сказать, что эти слухи выглядят какими-то слишком уж реалистичными. Но это хоть как, по крайней мере, что-то, хотя их уже опровергли американцы. Но в любом случае, даже такие слухи – это уж точно лучше, чем формирование групп переговорщиков, которые в какое-то свое время, возможно, смогут договориться о продолжении диалога. Правда, уже выступил Зеленский и еще раз подтвердил, что никаких переговоров об Украине без Украины не будет. Многие сейчас видят хорошую новость в самом факте такой встречи, что говорит о выходе России из изоляции и перспективе какого-то равного и уважительного разговора, из которого худо-бедно можно попробовать собрать перемирие. С одной стороны, это действительно так. По итогам встречи мы услышали какие-то декларации о взаимном уважении, соблюдении интересов и так далее. Вроде бы типичные дипломатические экивоки, но за минувшие 3 года мы и этого ни разу не слышали. Сближение, понимание, какой-то разговор в нынешней ситуации – это лучше, чем ничего. Это факт. Но с другой стороны, этот факт был бы куда более значимым, будь у власти в США какая-то более системная и последовательная администрация, чем сейчас. Политика нынешней же администрации слишком сильно завязана на настроениях Трампа, которые меняются трижды на дню. Пока он явно хочет договариваться. Пока он готов потакать путинским амбициям, но насколько его в этой работе хватит, мы пока не вполне понимаем. Коротко резюмируем то, что мы узнали за последние пару дней. Все выглядит таким образом. У нас нет оснований считать, что война России с Украиной стала ближе к перемирию хоть на сколько-то. Но американская администрация пока прикладывает все возможные усилия, чтобы такое перемирие или даже мир собрать любой ценой и на любых условиях. Мы понимаем, что пока ни о чем не договорились даже рядом. Но понимаем, что, похоже, готовы разговаривать дальше. Весь вопрос в том, насколько лично у Трампа хватит желания продолжать все это дело. Мы говорили сразу после его избрания, будет попытка быстро решить проблему и собрать политические дивиденды. Но как только станет понятно, что ситуация сложная и наскоком не решается, Трамп может потерять к ней интерес. И тогда все продолжит идти как идет. Очень надеемся, что у Трампа все-таки получится. Но важно понимать, от перемирия и тем более от мира мы все еще очень далеки, к сожалению. До завтра.